Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный йогуртовый торт «Легкость». Торт получается очень красивый в разрезе, очень легкий, освежающий. Готовить его можно с разными наполнителями. Покажу обязательно, как сделать вот такой необыкновенно красивый рисунок. Все покажу и расскажу в данном видео. И сначала я приготовлю очень простой и быстрый шоколадный бисквит. Из шоколадного коржа нам понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Перемешиваю все просто большим венчиком. Вы можете перемешивать здесь и миксером. 80 миллилитров молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Как я уже сказала, при желании вы можете все это взбивать миксером, но это особо не повлияет на результат. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекается корж буквально за 20 минут. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать смело круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Я все это напишу в описании под видео. Выпекался корж у меня 20 минут на среднем уровне, без конвекции. Духовку, конечно же, во время выпечки не открываем. Сразу же, как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю корж из формы. Срезаю у него сейчас шапочку и нижний корж как основу. То есть справиться с приготовлением этого коржа даже человек, который вообще никогда ничего не выпекал. Корж приготовила, отставлю пока в сторону. 30 грамм желатина и 150 миллилитров холодной кипяченой воды для желатина. Сразу же нужно перемешать. Иначе комочками пойдет весь этот желатин, и вы потом ничего не сможете с ним сделать. Отставляю в сторону, чтобы вся эта масса набухла. Итак, здесь у меня 500 мл сливок для взбивания, 30% жирности и 16 грамм ванильного сахара. Вы можете сливки также 33% жирности брать, все, что вам нравится. У меня 30%. Я взбиваю сейчас эту массу просто сливки и ванильный сахар до таких очень мягких пиков. Сахара я туда, заметьте, не добавляла. Этого не нужно здесь делать. И я просто взбила вот так вот до очень мягкой консистенции, и этого уже достаточно. Дальше взбивать не нужно. Здесь у меня 1 килограмм греческого йогурта. В моем случае 10% жирности. Добавляю туда также 250 грамм сахара и просто перемешиваю с йогуртом. Если у вас нет греческого йогурта такой жирности, вы можете брать обычный натуральный йогурт меньшей жирности. Все, что вам нравится. Самое главное, чтобы йогурт не был кислым. Вы можете также 10% сметану брать, опять же, очень свежую, не кислую. Иначе тогда вкус у торта будет кислым, и это будет очень даже нехорошо. Всю эту йогуртовую массу я соединяю со сливками, очень быстро перемешиваю, ничего я здесь долго не взбиваю. Набухший желатин я импульсами распустила в микроволновке. Сейчас грамм 200 примерно этой йогуртовой смеси я добавляю к желатину. Все это перемешиваю. Масса еще в принципе теплая, но это нормально. И я ввожу уже вот этот желатин, такой уже более комнатной температуры, просто к основной массе. И все это перемешиваю на низком ходу миксера. Ничего я здесь не взбиваю, и в принципе наша основная начинка уже для торта готова. Но работать здесь все равно нужно быстро, потому что все эти сливки, все это очень холодное. Йогурт у меня был комнатной температуры, я забыла вам сказать. Сейчас я на весах делю эту массу. У меня будет 2/3 белой массы и 1/3 шоколадной. Здесь у меня 50 грамм обычного какао-порошка для выпечки, добавляю туда 100 мл кипятка, все перемешиваю и добавляю в эту 1/3 общей массы, которая у нас будет сейчас шоколадной. Все это я перемешиваю очень быстро. Долго здесь работать не нужно. Шоколадная масса будет слегка более жидкая, чем обычная белая.
Все, она у меня готова, и сразу же, ничего не жду, собираю торт. Белую массу расшевелила, корж уже подготовлен. Выливаю сейчас на этот корж всю белую массу. Она у нас займет большую часть начинки. Это так и должно быть. И сейчас сразу же, ничего не жду, выливаю прямо на эту белую массу, аккуратно, конечно же, шоколадную смесь. Беру столовую ложку обычную и вот такими прокручивающими движениями делаю вот такой незамысловатый, очень быстрый рисунок, который потом будет красиво очень смотреться в разрезе. То есть мы здесь не выкладываем очень бережно вот эту массу половником там или ложками, ничего. То есть просто взяли, налили сверху. Единственное, что если у вас такая же низкая форма, я советовала бы все-таки взять ацетатную пленку, либо папки канцелярские и подставить, чтобы не выливалось, как вот у меня. Убираю торт минимум на 4 часа в холодильник, чтобы масса зафиксировалась. Готовлю сейчас уже фруктовую начинку. Здесь у меня 1 банка персикового компота. Чистый вес персиков 480 грамм. Я нарезаю эти персики кубиками и буду использовать для начинки. Вы же можете использовать все, что угодно для этой начинки. То есть сюда подойдет очень хорошо также вишни, проваренные в сиропе. Не кислые вишни, но можно из компота брать вишню, естественно. Очень хорошо тоже будет. Можете также и клубнику использовать, и малину, все, что вам нравится. Просто с персиком необыкновенно легкий будет торт на вкус. Итак, персики отставила в сторону. 200 мл сливок для взбивания, у меня здесь 30% жирности, 8 грамм ванильного сахара, 15 грамм сахарной пудры и 8 грамм загустителя для сливок. Опять же, я добавляю загуститель для сливок только из-за того, что у меня сливки 30% жирности. Если у вас сливки 33% жирности и выше, никакого загустителя добавлять не нужно. Взбиваю до устойчивых пиков. Сливочный крем у меня готов. Перекладываю его для удобства в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерских мешков, вы можете просто использовать мешки для заморозки продуктов, чтобы вам удобнее было наносить эту массу на торт. Можете просто шпателем наносить. Итак, торт у меня полностью зафиксировался, вот эта начинка. Я сейчас вырезаю этот торт из формы. Ничего с ним не произойдет, все будет очень красиво и очень достойно. Просто нужно взять тонкий нож и смело вырезать его. Или же, если вы использовали ацетатную пленку, просто удалить тогда ацетатную пленку. Но здесь я показываю самый простейший вариант, вот так красиво он потом будет смотреться. Сейчас половину крема вот этого сливочного я наношу сразу на торт. Его можно и так было оставить, но мне хотелось все-таки сделать его с начинкой. Я очень советую здесь использовать вот эти взбитые сливки сверху. Они всегда очень округляют вкус вот таких йогуртовых тортов. Сейчас все эти персики нарезанные, насколько их возможно было нарезать, потому что они крайне скользкие, я выкладываю уже на торт. Этого будет немного. То есть они будут смотреться буквально в один слой, потом в разрезе. И остатками крема я покрываю все эти персики. Здесь всего очень даже хватит. Главное, здесь я советую все-таки наносить это из кондитерского мешка, чтобы у вас, особенно если вы новичок, крема хватило на все. Или же из пакета, если у вас нет кондитерского мешка. Итак, шапочку от коржа я сейчас вот так буквально руками измельчаю. Вы можете также это все и в измельчителе делать. И посыпаю верх тортика. Вы можете этого тоже не делать, но мне так вот больше нравится. И во вкусе это будет более насыщенно и оформлено потом. Нарезается прекрасно торт. Каждый кусочек здесь уникален. Буквально уникат каждый кусочек. Очень нравится детям, чтобы смотреть, у кого какой кусочек будет. На детские праздники всегда очень любимы такие детьми торты, потому что каждый кусочек торта, он действительно по своему рисунку неповторим. Вот такая красота получается у нас в разрезе. И буквально благодаря тому, что несколько прокручивающих движений сделали ложкой. Ничего здесь долго наливать не нужно. И вот такой красивый рисунок в разрезе у нас получается. Вот так выглядит в этом, допустим, где я больше немножко шоколадного налила.
Такие мелкие, идеально просто кусочки он нарезается, этот тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.